Бык начал топтать гроб, и когда крышка сломалась, все вокруг были потрясены, услышав чей-то плач. 60-летний владелец фермы по имени Рашид жил на своей большой ферме в окружении любящей семьи. С детства Рашид рос в окружении животных. Его отец и мать были заядлыми любителями животных, они разводили крупный рогатый скот и имели в своем дворе множество домашних питомцев. Рашид вырос, зная, как заслужить доверие животных. По какой-то причине животные, казалось, тяготели к Рашиду. Из всех животных, за которыми Рашид наблюдал, коровы, несомненно, были его любимыми. Он особенно любил проводить время с ними, наблюдать, как они резвятся на пастбище, и разговаривать с ними, словно с друзьями. Мальчик просыпался раньше всех в доме и мчался в стойло, где прилежно чистил им шерсть, расчесывал хвосты и кормил их. Коровы очень любили Рашида и игриво мычали, когда он приходил в сарай. Один бык даже научился слегка наклонять голову, когда Рашид рассказывал ему что-то, как будто понимал каждое слово. Неудивительно, что он унаследовал ферму и традиции, когда родители Рашида состарились и ушли из жизни. Когда Рашиду было 48 лет, его пути пересеклись с особенным бычком. Он продавал корм для животных, когда услышал, как его клиент рассказывает о том, как собирается усыпить новорожденного теленка. Сразу же после этих слов Рашид попросил рассказать подробнее об этой ситуации. Покупатель сказал, что корова, которая родила теленка, была очень больна и, вероятно, передала что-то из этого своему потомству. По словам покупателя, новорожденный теленок был такой болезненный, а роды были настолько травматичными, что его мать умерла в течение часа. С теленком ничего нельзя было сделать. Он был тощим, почти ничего не видел и, скорее всего, умрет через несколько дней. Далее покупатель сказал, что необходимость обслуживать теленка прожигает дыру в его кармане, и выгоднее его усыпить. Сердце Рашида сразу же сжалось от жалости к бедняжке, и он попросил показать его. Когда он посетил ферму, его сердце растаяло, когда он увидел теленка. Он был таким же тощим, как и говорили, и с печальным выражением в глазах. Рашид был так расстроен из-за того, что владельцы явно не заботились об этом животном. Они даже не дали ему шанса пожить. К их большому удивлению, Рашид попросил, чтобы они продали ему этого теленка. Другой владелец фермы посмотрел на Рашида так, словно у него внезапно выросла вторая голова. Они спросили, зачем он это сделал. «Разве вы не видите, как жалко и слабо он выглядит?» «С этим ничего не поделаешь, и он, скорее всего, не протянет и месяца», — предупредил владелец. Рашид был непреклонен. Ему было все равно, что думают другие. В конце концов, владелец согласился. Он все равно особо не сопротивлялся, но предупредил, что Рашиду лучше не возвращаться и не требовать назад свои деньги, когда молодой бык в конце концов умрет. Рашид согласился, и они быстро вывели молодого бычка с фермы, который лежал с грустным выражением на морде. Они погрузили бычка в грузовик, и вскоре они уже ехали на ферму Рашида, расположенную на окраине города. Первым делом Рашид вызвал ветеринара, чтобы тот осмотрел теленка. Хотя он знал, как ухаживать за такими животными, было ясно, что бедняжке понадобится медицинская помощь.
Ветеринар попросил Рашида отвезти теленка в его ветеринарный центр, расположенный в нескольких милях от его фермы за городом. Рашид был полон решимости помочь теленку выжить. Не имело значения, что ветеринар находился далеко. Он поехал на своем грузовичке к ветеринару, где они могли бы найти ответы на его вопросы. Осмотрев молодого бычка и проведя несколько тестов, ветеринар глубоко вздохнул. Теленок, скорее всего, не доживет до взрослой жизни. На самом деле, было бы каким-то чудом, если бы он прожил хотя бы несколько месяцев при должном внимании и терпении. Рашид сказал, что готов уделять бычку столько внимания, сколько сможет, независимо от того, насколько короткой, по их прогнозам, будет его жизнь. Страстный владелец фермы приложил все усилия, чтобы теленку было комфортно, и он был счастлив. Рашид назвал быка «Принц». Хотя ветеринар сказал, что только чудом принц проживет год или два, прошел первый год. Затем второй, третий, четвертый и пятый. Всего через 5 лет принц потряс всех, кто знал его историю. Этот слабый, болезненный теленок вырос в потрясающего, величественного быка. Он был сильным, мощным, энергичным и очень ласковым. Он был так привязан к Рашиду, что помощники хозяина фермы и его семья шутили, что бык, вероятно, считал Рашида своим настоящим отцом. Бык повсюду следовал за Рашидом, глядя на него с любовью в глазах. Рашид любил шутить, что он так усердно ухаживал за принцем, что у него не было другого выбора, кроме как оставаться живым и здоровым. К сожалению, через несколько лет Рашид серьезно заболел. Он так сильно заболел, что не мог ухаживать за животными на ферме. Его жена и дети взялись за работу, а он присматривал за ними и делал то немногое, что мог. Конечно, принц не был похож на остальных животных на ферме. У него были умные глаза и прекрасная душа, которые мог увидеть каждый. По вечерам, когда Рашид сидел на крыльце своего дома, принц тихонько подходил к дому. Там он ложился рядом с Рашидом и проводил с ним время. Они стали делать это по утрам и вечерам. К сожалению, у Рашида случился сердечный приступ, когда он был в своем саду. Хотя его семья действовала достаточно быстро, они ничего не смогли сделать, чтобы спасти Рашида в их маленьком городке. В соответствии с их традициями они начали погребальный обряд и тщательно обмыли тело Рашида. Они завернули его в погребальную ткань и положили в деревянный гроб, чтобы отвезти к месту захоронения. Все были потрясены, когда, направляясь к кладбищу, услышали издалека громкое мычание. Работники фермы пытались запереть принца в стойле, но огромный бык был настолько силен, что вышиб дверь. Бык был быстр и неумолим, когда гнался за толпой. Рашид был хорошим человеком, поэтому на месте захоронения присутствовало много плачущих людей. При виде большого, могучего быка, несущегося к ним, все бросились в рассыпную и отошли от того места, где у могилы стоял гроб. Когда принц добрался до гроба, он начал агрессивно наступать на него. Хотя люди знали, что бык не пытался быть зловещим и его опечалила кончина Рашида,
Они также знали, что остановить его было трудно. Как раз в тот момент, когда они смогли обвязать принца веревкой, бык сбросил крышку гроба. Бык перестал наступать на нее и вместо этого начал обнюхивать тело умершего хозяина. Все были ошеломлены происходящим, и через несколько секунд воцарилась тишина. Из гроба послышался плач. Рашид вскрикнул и вскочил с того места, где он лежал. Все мгновенно закричали от страха и бросились в рассыпную. Семья Рашида и несколько его друзей, которые остались поблизости, в шоке смотрели, как Рашид воскликнул, что его чуть не похоронили заживо. Несмотря на то, что они были напуганы, члены семьи и друзья Рашида были тронуты до слез. Они подумали, что это чудо, и что принц каким-то образом узнал, что его хозяин на самом деле жив. Врач-эксперт, который услышал об этом случае, сказал, что хотя история Рашида была невероятной, это, скорее всего, не было чудом. Вероятно, он испытывал нечто, называемое каталепсией. Медицинское состояние, имитирующее смерть с потерей чувствительности, жизненных функций сознания и скованностью тела. Подобные случаи, хотя и редкие, случались и раньше. Благодаря невероятной связи, которая связывала принца и Рашида, бык обнаружил, что его хозяин все еще жив и не дал ему быть похороненным заживо. Кто бы мог подумать, что слабый, болезненный теленок, которого он купил много лет назад, станет тем, кто спасет его от печального конца? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.